Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Хочу сегодня вам предложить связать вот такой жилет. Очень по-современному и в то же время женственно выглядящий, эффектно, нарядно. Жилет придает образу элегантность, стройнит за счет вертикальных узоров. И это, в общем-то, в целом красиво и модно. Вот такой образ нам рисует дизайнер Шейн. И я думаю, что мы без труда свяжем такой замечательный жилет. В сегодняшнем мастер-классе у нас с вами будет. Я нарисовала схемы узоров. Я предоставлю вам выкройку с размерами. У нас будет расчетная часть. Я выбрала пряжу для данной модели. И, в общем-то, буду вам сегодня поэтапно рассказывать, как его вязать. Мы разберем все нюансы этой модельки, выбора пряжи, разбора узора и до, в общем-то, попетельного распределения узоров на нужный размер. У нас сегодня рассматриваться будут размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. И в итоге появится текстовое описание в виде инструкции по вязанию, выложенное под видео. Поэтому у нас с вами сегодня полный готовый проект по вязанию данного жилета. Вот такой красивый и модный жилет, я думаю, будет очень хорошо выглядеть в гардеробе любой женщины. И модно, и стильно, и красиво. Итак, мои хорошие, если вам понравилась данная жилеточка, давайте с вами обратимся к выбору пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого жилета я предлагаю пряжу Alize Lana Gold Fine из серии Classic. Это полушерстяная пряжа, 49% шерсть. И вот у нас такой состав. 51 акрил, 49 шерсть. Цвет 98, 100 грамм, 390 метров. Спицы будем использовать 3,5. И вот так выглядит узор. То есть у нас здесь идет ромб и бабочка. Довольно распространенные варианты в аранском вязании узоров. Вяжутся несложно, перекрещивания простые, логичные, я бы так сказала. Вот. Но эффект просто потрясающий, красивый, рельефный узор. Сегодня мы с вами посмотрим схему. Схему я нарисовала сама. И, в общем, я думаю, не будет у нас проблем с вами при вязании этой красоты. Смотрим схему. Схема узора выглядит вот таким образом. Здесь у меня, значит, два мотива. Первый мотив – это бабочка на 12 петлях в ширину и 12 рядов в высоту. Вот эта бабочка, верхний узор. И ромбик, ромб на 18 петлях в ширину, 32 ряда в высоту. Мы с вами свяжем сегодня образец. Все эти ромб и бабочку мы свяжем вместе, потренируемся, рассчитаем плотность образца из конкретной пряжи. И далее будет составляться расчетная часть, будет составляться инструкция по вязанию. У нас будет, нам в помощь будет вот такая выкройка. Все размеры я озвучу в расчетной части, все расскажу. Также мы с вами изучим, как расположить узоры на тот или иной размер. Я дам свои рекомендации. Вы, конечно же, девочки, там можете что-то свое добавлять. Естественно, это очень важно, включаться в творческий процесс. Да? Не просто тупо там следовать каким-то инструкциям,
а именно принимать активнейшее участие в создании собственной модели, да, то есть пусть она будет с вашей изюминкой, пусть она будет какая-то особая по вашим личным каким-то потребностям. Описание вот таким образом я составляю и выкладываю его под видео. Кто со мной давно на канале, уже, в общем-то, знают об этом. Это вам, девочки, в помощь в виде текста. Будем использовать сегодня размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. Длина изделия 57 на первый размер, 58 на второй, 59 на третий. Меняйте по своему усмотрению. Ширину изделия тоже я буду рассказывать в расчетной части. В общем, конечно же, я это все зачитывать не стану. Вы почитайте самостоятельно. В виде текста это все под видео будет выложено. Кто не знает, что такое, как открыть вкладку под видео, пожалуйста, нажмите в нижнем правом углу перевернутый треугольничек. Нажимаете на него, открывается вот такой большой текст. Да? Это такая вкладочка там спрятана. Итак, сейчас мы с вами приступим к вязанию образца узора. Для вязания образца я набрала 38 петель. У нас будет с вами 2 узора. В общем, расположение я сделала вот такое. Узоров кромочная, 2 изнаночные, 12 петель коса, наша бабочка, так называемая, 2 изнаночные, ромб на 18 петлях, вот этот узор, 2 изнаночные и снова кромочная. В сумме 38 петель. И вяжем с вами первый ряд. Итак, 2 изнаночные. Снимаем кромочную, я ее провязываю в первом ряду лицевой. Затем вяжем 2 изнаночные. Раз, два. Затем вяжем бабочку. Бабочки у нас в первом ряду просто 12 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Затем идут 2 изнаночные. И начинается наш ромбик. Ромбик в первом ряду вяжем. Надо посчитать, сколько изнаночных. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. 7 изнаночных. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Затем мы вяжем с вами 4 петли, перекрещиваем направо. Снимаем 4 петли и меняем их местами. Первые 2 петли у нас будут за работой. Следующие 2 петли высвобождаем мы их и размещаем вот так перед работой. То есть мы возвращаем эти 2 петли на левую спицу. И все 4 вяжем лицевыми. Раз, два, 3, 4. И дальше у нас идут еще в ромбике также 7 изнаночных. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Связали раппорт ромбика. За раппортом еще у нас предусмотрено 2 изнаночные. И кромочная тоже изнаночная. Связали. Переворачиваем второй и все четные ряды мы вяжем, как смотрят петли. У нас 3-й ряд. В 3-м ряду вяжем 2 изнаночные. Затем наша бабочка на 12 петлях будет в 3-м ряду перекрещиваться 6 петель направо и 6 петель налево. Первые 6 петель снимаем на правую спицу и меняем местами по 3. Первые 3 за работой. Следующие 3, вот видите, я освобождаю и с помощью правой спицы аккуратно их возвращаю на левую. Вот таким образом. И все 6 вяжу лицевыми. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Следующие 6 петель перекрещиваем налево. Снимаем 6 петель на правую спицу и
Первые 3 перед работой у нас будут. Видите, да, я их подхватила, они сейчас будут перед работой. И следующие 3 петли за работой у нас высвобождаются. И я их с помощью правой спицы аккуратненько возвращаю на левую. Вот таким образом перекрестили 6 петель налево. Все 6 вяжем тоже лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. И дальше у нас идут с вами 2 изнаночные. И после этого идет ромб на 18 петельках. В ромбике у нас сейчас первые будут 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А вот следующие 3 петли будем перекрещивать направо. Причем будем каждый раз перекрещивать так, что у нас изнаночная будет, вот эта первая изнаночная, за работой, а вот эти 2 лицевые все время будут поверх изнаночной. Вот таким образом мы их менять будем и вязать будем. 2 лицевые, изнаночная. Так формируется ромб. А вот эти вот 3 петли следующие будут наоборот идти с наклоном влево. Перекрещивать будем 3 петли налево. Также у нас 2 первые лицевые перед работой будут все время идти, а вот эта изнаночная будет все время за работой. И мы их будем менять местами. Поменяли, провязали изнаночная, 2 лицевые. В ромбике 6 изнаночных еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, ромбик связан, ромб. Теперь 2 изнаночные у нас осталось за ромбом и кромочная изнаночная. Переворачиваем вязание, четный ряд вяжем, как смотрят петли. Так, девочки, сейчас у нас с вами 5-й ряд. В 5-м ряду бабочка, вяжется все петли 12 лицевые. Вяжем первая кромочная, затем 2 изнаночные. И наша бабочка 5, 7, 9, 11 ряды будет вязаться просто 12 лицевых. Вяжем 12 лицевых. Связали. Затем идут промежуточные 2 изнаночные и начинается раппорт ромба. В ромбике вяжем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И помните, я вам все время говорила, что вот эти 2 петли будем мы все время менять с изнаночной, с направлением направо. Меняем местами с наклоном направо. 2, значит, первая изнаночная за работой, следующие 2 лицевые перед работой. Меняем их местами. Перекрещиваем направо 3 петли, вяжем 2 лицевые, изнаночные. В центре ромбика у нас 2 изнаночные. А вот эти 3 петли, наоборот, формируем с наклоном влево. Перекрещиваем налево 3 петли. Первые 2 перед работой, изнаночная за работой. Поменяли, вяжем изнаночная, 2 лицевые. А в ромбике 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Связали ромб, да, и 2 изнаночные промежуточные. И еще кромочная, изнаночная. Четный ряд вяжем, как смотрят петли. В 7-м ряду вяжем 2 изнаночные и 12 лицевых бабочки. Две изнаночные, начинается ромб. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 3 петли перекрещиваем направо. Первая за работой, следующие 2 перед работой. Поменяли местами, вяжем 2 лицевые, изнаночные. В центре ромбика 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Затем 3 петли перекрещиваем налево. Первые 2 перед работой, изнаночная за работой. Вяжем изнаночная, 2 лицевые. Далее идут 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Ромб связан. И 2 изнаночные за раппортом.
кромочная, изнаночная. 8 ряд. Изнаночный ряд. Вяжем, как смотрят петли. 9 ряд у нас с вами в бабочке. Мы вяжем, значит, 2 изнаночные, 12 лицевых нашей бабочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 изнаночные. В ромбике 3 изнаночные. 1, 2, 3. И меняем 3 петли направо. Перекрещиваем. Меняем местами. Изнаночные за работой. 2 лицевые перед работой. Поменяли. Вяжем 2 лицевые изнаночные. И далее у нас 6 изнаночных в центре ромба. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Меняем 3 петли местами, перекрещиваем налево. Первые 2 перед работой, изнаночные за работой. Вяжем изнаночная, 2 лицевые. И далее идут 1, 2, 3 изнаночные. Раппорт ромба связан. За раппортом 2 изнаночные, кромочная. 10 ряд вяжем, как смотрят петли. 11 ряд. Вяжем 2 изнаночные, в бабочке все 12 петель лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Затем идут промежуточные 2 изнаночные и наш ромб. В ромбике вяжем 2 изнаночные, 3 петли перекрещиваем направо, меняем местами. Первая изнаночная за работой, следующие 2 лицевые перед работой. Провязали 2 лицевые, изнаночные. В центре ромбика вяжем изнаночные 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем следующие 3 петли перекрещиваем налево. 2 первые лицевые перед работой, изнаночная за работой. Поменяли местами, провязали изнаночная, 2 лицевые. И остались еще 2 изнаночные в ромбике. Ромбик связан. Затем вяжем 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. В 12 ряду вяжем, как смотрят петли. 13 ряд у нас с вами. В бабочке опять продолжаем вязать 12 лицевых. То есть у нас раппорт идет с первого ряда повтор в 13 ряду. То есть сейчас мы заново вяжем первый ряд бабочки. Первые 2 изнаночные и 12 лицевых. Первый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 изнаночные. И далее меняем местами. Смотрите, у нас первая идет в ромбике изнаночная. И меняем местами 3 петли. Перекрещиваем направо. Изнаночные за работой, лицевые перед. И вяжем 2 лицевые, изнаночные. В центре ромбика вяжем изнаночные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Перекрещиваем следующие 3 петли налево. 2 первые перед работой, изнаночная за работой. Вяжем изнаночная, 2 лицевые. В ромбике осталась 1 изнаночная. Раппорт ромбика связан. 2 изнаночные за раппортом, кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем. 14 ряд. Вяжем, как смотрят петли. 15 ряд. В бабочке перекрещивание. По раппорту это 3-й ряд. Вяжем. Первый кромочная сняли. Далее 2 изнаночные. И вяжем бабочку. 6 петель. Будем перекрещивать с вами
направо. Снимаем 6 петель на правую спицу. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой, поменяли местами. И все 6 вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали. Следующие 6 петель перекрещиваем налево по 3. Сняли 6 петель на правую спицу. Первые 3 перед работой, следующие 3 за работой. Аккуратно пересняли их на левую спицу и вяжем как 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бабочку связали. Далее вяжем 2 изнаночные и начинается ромбик наш. В ромбике перекрещиваем 3 петли направо. Изнаночные за работой, 2 лицевые перед работой. Вяжем 2 лицевые изнаночные. Затем по центру ромбика вяжем изнаночные петли. Считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И остались еще 3 петли в ромбике. Перекрещиваем их налево. Первые 2 перед работой, изнаночные за работой. Поменяли их местами, вяжем изнаночная, 2 лицевые. Ромб связан. Остались 2 изнаночные за раппортом, кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем. В 16 ряду вяжем, как смотрят петли. 17 ряд. В бабочке у нас 5 ряд. Вяжем 2 изнаночные. В бабочке 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 изнаночные. В ромбике вяжем 2 лицевые и 14 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 2 лицевые. Все, раппорт ромбика связан. Остались 2 изнаночные, кромочная и изнаночная. Переворачиваем. В 18 ряду вяжем, как смотрят петли. Девочки, чтобы не загружать видео, бабочку я больше показывать не стану, вязать вот эти вот петли. Вы уже раппорт знаете, как вязать, да? Следующее у вас перекрещивание будет там в каком-то ряду, да? То есть раппорт соблюдаем самостоятельно, а я буду вам показывать до конца, как вяжется ромб. То есть целый раппорт в высоту мы свяжем, это 32 ряда. Поэтому бабочку вяжем самостоятельно, вяжем под моим наблюдением ромб. 19 ряд ромба у нас с вами перекрещивание налево будут 3 петель первых. Первые 2 петли перед работой, изнаночная за работой. То есть ромб пошел на спад. Вяжем изнаночная, 2 лицевые. Далее 12 изнаночных по центру вяжем. Следующие 3 петли перекрещиваем направо. Меняем местами изнаночная за работой, 2 лицевые перед работой. Вяжем 2 лицевые, изнаночная. Все, ромб связан. И далее идут 2 изнаночные и кромочные. 20 ряд вяжем, как смотрят петли. 21 ряд ромбика вяжем 1 петля изнаночная. Далее у нас идут 3 петли, перекрещиваются налево. Меняем местами. Первые 2 лицевые перед работой, изнаночная за работой. Поменяли, вяжем изнаночная, 2 лицевые. В центре идут изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее у нас идут перекрещивания 3 петель направо.
изнаночные за работой, 2 лицевые перед работой, вяжем 2 лицевые изнаночные. В ромбике еще одна изнаночная, раппорт связан, кромочная, изнаночная, 2 изнаночные и кромочная, изнаночная. Вот так. Сейчас у нас уже вырисовывается вот такой ромбик. 22 ряд вяжем, как смотрят петли. 23 ряд ромба вяжем 2 изнаночные. Следующие 3 петли перекрещиваем налево. Меняем местами. 2 первые перед работой, изнаночные за работой. Поменяли местами, вяжем изнаночные, 2 лицевые. И далее у нас идут 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующие 3 петли перекрещиваем направо. Меняем местами изнаночные за работой, 2 лицевые перед. Вяжем 2 лицевые, изнаночные. И далее у нас идут в ромбе еще 2 изнаночные. Все, раппорт ромбика связан. 2 изнаночные за раппортом, кромочная, изнаночная. 24 ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 25 ряд ромба. И у нас с вами сейчас 3 изнаночные. 1, 2, 3. 3 петли будем перекрещивать налево. Первые 2 перед работой, изнаночные за работой. Вяжем изнаночные, 2 лицевые. И далее у нас идут изнаночные по центру. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем перекрещиваем 3 петли направо. Изнаночные за работой, 2 лицевые перед работой. Вяжем 2 лицевые, изнаночные. И в ромбике еще остались 3 изнаночные. 1, 2, 3. Затем идут 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Все. В 26 ряду вяжем, как смотрят петли. 27 ряд. Перекрещивание наступили в бабочке. 2 изнаночные. В бабочке 6 петель меняем местами. Перекрещиваем направо, да, то есть 3 за работой, 3 перед, поменяли. Вяжем 6 лицевых. Следующие 6 лицевых перекрещиваем налево. Меняем их тоже местами по 3. Первые 3 перед работой, следующие 3 за работой. Поменяли, перекрестили. Вяжем 6 лицевых. Все. Дальше идут 2 изнаночные и наш ромбик 27 ряд. Начинается с 4 изнаночных. Раппорт. 1, 2, 3, 4. Далее идут перекрещивания 3 петель налево. 2 перед работой, изнаночные за работой. Поменяли. Вяжем изнаночные, 2 лицевые. В центре ромбика 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Следующие 3 петли перекрещиваем направо. Меняем местами изнаночные за работой, 2 лицевые перед. Вяжем 2 лицевые, изнаночные. В ромбике осталось 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Связали ромб раппорт. За раппортом 2 изнаночные, кромочные, изнаночные. Так, 28 ряд вяжем, как смотрят петли. 29 ряд у нас с вами. 5 изнаночных идут. 1, 2, 3, 4, 5. Это ромбик наш. Перекрещиваем 3 петли налево. 3 петли меняем местами. Первые 2 перед работой, изнаночные за работой. Поменяли, вяжем изнаночные, 2 лицевые. Затем у нас идут в центре ромба 2 изнаночные и следующие 3 петли перекрещиваем направо. Меняем местами изнаночные за работой, 2 лицевые перед. Вяжем 2 лицевые, изнаночные.
И осталось у нас 5 изнаночных в ромбе. 1, 2, 3, 4, 5. Ромбик связан. 2 изнаночные и кромочная. Изнаночная. Связали. Далее переворачиваем. 30 ряд у нас, как смотрят, петли вяжется. 31 ряд у нас с вами вяжется 6 первых петель изнаночные в ромбике. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Далее мы меняем местами с вами 3 петли, перекрещиваем налево. Сняли 3 петли. Первые 2 перед работой, изнаночные за работой. Поменяли. Вяжем изнаночная, 2 лицевые. Следующие 3 петли перекрещиваем направо. Изнаночная за работой, 2 лицевые перед. Вяжем 2 лицевые, изнаночные. И далее у нас идут с вами 6 изнаночных в ромбике. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раппорт ромбика связан. За раппортом 2 изнаночные остались и кромочная изнаночная. Связали. 32 ряд у нас вяжется, как смотрят петли. Итак, девочки, связан раппорт полностью узором нашего. Вот мы с вами связали 32 ряда ромба. Ну и здесь у нас уже идут, уже 3-й раппорт пошел бабочки нашей. Но нас интересовал ромб, мы должны были вот до конца связать, да? Вот мы его связали. И далее у нас 33 ряд, это тот же самый, что 1 ряд вяжется, да? Перекрещивание будет сейчас в центре ромбика 4 петель направо. Направо. Ну вот как в первом ряду мы делали. Все, давайте сейчас сделаем влажную тепловую обработку образца. Так, у нас с вами горячим паром отдаем наш образец. Тянем его, потянем в разные стороны его. Вытянули. Вот здесь на крайние петельки надо обратить внимание, они у нас кромочные, будут участвовать в расчете. Я их тоже отпариваю слегка. Так. Все. И будем ждать, когда все это высохнет. Итак, у нас с вами сейчас будет измерение, расчет плотности. Значит, первое измерение, измеряем ширину нашего образца. Это 18 сантиметров. Я приложила обычную линеечку 18 сантиметров. И мы с вами использовали 38 петель в образце. Надо разделить на 18. Получается 2,1. Это плотность по горизонтали. Ее надо обязательно записать, а то забуду я. В 1 сантиметре 2,1 петель умещается. Далее по вертикали измеряем также высоту. 14 сантиметров у меня. Считаем ряды. Итак, у меня связано 33 ряда. 33. Я еще один ряд вот с перекрещиваниями сделала, помимо раппорта. Видите? Так, 33 разделим на 14 сантиметров измеренных. Вот такая плотность. 2,35. И пишем в 1 сантиметре 2,35 ряда. Так, а сейчас смотрим выкройку и будем сейчас расчеты делать. Итак, девочки, у нас с вами самая сложная расчетная часть начинается. Вот такой выкруг я предлагаю использовать в нашем расчете. Будем сегодня рассматривать размеры 42, 44, 46, 48 и 50, 52. Ширина спинки у нас будет вот такая. Значит, первый размер 48 сантиметров. И это в петельном эквиваленте 102 петли. Второй размер 53 сантиметра. В петельном эквиваленте 112 петель. И третий размер 58 сантиметров.
122 петли. Петли будем располагать следующим образом. Смотрите. Значит, смотрим на нашу схему еще раз. Значит, бабочка у нас 12 петель занимает и ромб 18 петель в ширину. Именно так я буду сейчас рисовать схематично расположение узоров. Все вот эти узоры 18, 12, все, что вы видите поверху, это наш ромб 18, бабочка 12, да, соответственно. И между ними по 2 изнаночные идут. Вот, соответственно, кромочная справа, кромочная слева. Итак, я сейчас вам диктую, девочки, как располагаем мы с вами узоры для первого размера. Так, кромочная, 18 петель ромб сразу идет. 2 изнаночные, 12 петель бабочка. Снова 2 изнаночные, 12 петель бабочка. И далее по центру идут 8 изнаночных. Опять идет 12 петель бабочка, 2 изнаночные, 12 петель бабочка, 2 изнаночные, 18 петель ромб, кромочная. В сумме 102 петли. Теперь еще хотела выделить особенно, что вот это вот сочетание наших узоров в сумме составляет 48 петель. То есть начиная от 2 изнаночных и вот этот вот подряд идущие узоры, это 48 петель. Мне это удобно объяснять в дальнейшем, когда мы будем полочки с вами узора располагать. Так, теперь переходим к размеру 46-48. Здесь 112 петель, узор располагаем следующим образом. В принципе, располагаем так же, как здесь, только, смотрите, добавочка начинается у нас кромочная, 1 изнаночная, затем идет узор из 48 петель, то есть вот то, что я вам сейчас выделяла, видите, я выделила. Затем по центру у нас идет еще 1 бабочка, добавляется на 12 лицевых. Если не хотите делать бабочку, сделайте просто 12 лицевых, что не очень красиво, да? Все-таки добавьте еще 1 бабочку по центру. Я бы так сделала. Затем у нас идет опять 48 петель вот этого узора нашего. И завершается изнаночной и кромочной. В сумме это 112 петель. Вот так я распорядилась вот этими петельками. Третий размер 50-52. Здесь у нас также идет, очень мне удобно объяснять, кромочные 3 изнаночные, затем идет узор на 48 петельках, вот этот. По центру 18 петель ромб. Я вставила здесь много очень пустоты, ни изнаночными, ни лицевыми их никак не заполнить. 18 петель ромб. Опять 48 петель идет узор наш, завершается полотно 3 изнаночные, кромочные. То есть как началась кромочная 3 изнаночные, так и закончилась симметрично. В сумме 122 петли. Это была спинка. Переходим. Здесь вот детально давайте тоже разберем. Вот мы с вами набрали снизу вверх, у нас все вяжется, да, спинка. Набрали для резинки 1 на 1, вяжем планку на высоту 5 сантиметров. Набираем 92, 102, 112 петель, да. Затем равномерно в последнем изнаночном ряду планки делаем прибавки 10 петель. И затем, как я уже вам сказала, у нас 102, 112, 122 петли по размерам. И вот как я вам сейчас рассказала, так располагаем узоры. Вяжем высоту и здесь делаем пройму. Как ее сделать последовательно, объясняю в тексте под видео, в нашей инструкции. Но уже сейчас скажу, в целом закрываем 10 петель первый размер, 11 петель второй, третий размер 12 петель. На вырез горловины ширина у нас вот 21 сантиметр. Значит, я выделила первый размер 40
петель, второй 42 петли, третий 44 петли. И все, что осталось после проймы и выреза горловины, это петли плеч. У меня получилось в разнице 21 петля, второй размер 24, третий 27 петель. Вот. Высоту изделия жилетика я делала первый размер 57 петель, второй 58, третий 59 сантиметров. Конечно, это индивидуальная ваша мерочка должна быть использоваться, поэтому обращаю ваше внимание, эту мерочку надо корректировать вот в этой части. У меня от планки при моем вот этом раскладе по сантиметрам идет 30,5 сантиметров от планки до выреза проймы. И в петельном эквиваленте я сразу перевожу в ряды, это 72 ряда. Теперь самый важный момент, откуда я считаю петли и откуда я считаю ряды. Любой размер по горизонтали, то есть вот ширина, как я называла, да, 48 сантиметров, предположим, ширина спинки, да, я умножаю на нашу плотность, которую мы только что считали. В 1 сантиметре 2,1 петель. То есть 48 умножить на 2,1 петель, получим мы 102 петли. Понятно, как это все считается? И аналогично я считала другие размеры. Откуда я взяла 72 ряда? Равно поставила. Я сделала таким образом. 30,5 сантиметров я умножила на плотность по вертикали. В 1 сантиметре 2,35 ряда. То есть я умножила на 2,35 и получила 72 ряда. Всегда округляется в четное число. Вот. Отсюда я все это взяла. Теперь высота проймы по моим расчетам. У меня первый размер 21,5 сантиметр, второй размер 22,5, третий 23,5 сантиметра. Переходим к полочкам. Мне удобнее рассказывать про правую полочку. Я так ее визуально представляю. Поэтому я буду сейчас вам расположение узоров показывать как для правой полочки. Правая. Хотя у нас с вами используется выкройка левая. Смотрите, девочки, здесь у нас идет планка такая же, как по спинке. 5 сантиметров в высоту, резиночкой 1 на 1. Для планки набираем 54, 57, 64 петли по размерам. В последнем изнаночном ряду делаем прибавки, 5 петель прибавляем. И должно у вас получиться 59, 64, 69 петель. После этой планки у нас с вами идет распределение петель полотна следующим образом. Смотрите, первый размер это правая полочка. Начинаем с кромочной и дальше заменяем петельки на петли планки. 9 петель я выделила для планки цельновязанной. Затем у нас идет расположение узоров 48 петель, как у спинки. То есть берем, отсекаем вот эту часть, да, вот эту часть, вот. Здесь планка, а вот эта часть это наши узоры. Вот я их тут нарисовала, 48 петель, видите? И кромочная замыкаем все. Кромочная 9 петель планки, 48 петель, как у спинки, узор, и кромочная опять. Все, 59 петель всего. Дальше, второй размер, то же самое. Посмотрите. У второго размера начинается с кромочной, тоже правая полочка. 9 петель планки. Я сделала 4 лицевые. И далее опять идет узор 48 петель. И 1 изнаночная, как у нас была по спинке. Помните, да? Вот. Вот эти 48 петель заканчиваются изнаночной, кромочной. Чтобы по спиночке у нас с вами по плечу все узорчики сошлись. Когда будем шов делать, да? Понимаете, о чем я говорю. Спинка и полочка, здесь должны узоры совпасть у плеча. Так,
Здесь у нас добавились 4 лицевые, вы поняли, да, девочки, и планочка на 9 петлях. Ну, тут еще кромочные, соответственно, всего 64 петли. То есть 4 лицевые встали между планкой и вот этим нашим набором узоров из 48 петель. Для третьего размера 69 петель. Смотрите, также кромочная, 9 петель планки. Я сюда вставила уже не 4 лицевые, а 7 лицевых. Далее у меня идет 48 петель узора, 3 изнаночные и кромочные. Так же, как по спинке у нас с вами заканчивалось. Вот. 3 изнаночные, 48 петель. Вот. Видите? Вот отсюда идет наши 48 петель, и заканчиваться должно так же у плеча. Так, и здесь вот добавили 7 лицевых перед планкой. Встали. Вот такая полосочка. Вы же видели, да, что в оригинале у нас тут тоже так же вот шло. Тут вот побольше будет петель. Ну а у маленького размера лицевых не получилось. Ввиду того, что петельк не хватило, да. Так, всего 69 петель. Все это описание будет под видео выложено. Кроме того, что там я не рисую вот эти расположения узоров. Там невозможно это все объяснить. Так, теперь переходим, значит, сюда, к выкройке опять. Вот вы вяжете эту цельновязанную планку. Вот, затем вяжется узор у вас, все вяжется. Вот здесь вы все также делаете, как у спинки, то есть одинаково абсолютно у вас идет формирование на одинаковой высоте проймы. И, девочки, я не сказала самое главное, но в описании пишу. У нас у проймы здесь тоже цельновязанная планка. Конечно, вы можете это проигнорировать и не делать эту цельновязанную планку. У проймы тоже цельновязанная планка. То есть, когда вы переходите вот эту планочку вязать, вы узор заменяете на 7 петель планки. Планка у нас особая цельновязанная. У нас вяжется 2 ряда изнаночной глади, 4 ряда лицевых. 4 лицевых ряда. Опять 2 изнаночных, 4 лицевых. Вот так получается. Но в всяком случае я так разглядела в оригинале. Можно проигнорировать это все дело и не вязать цельновязанную планку. Но я вам рекомендую ее все-таки сделать. Вот. И, в общем, тут вот эти узоры, петли узора заменяются на вот это вот сочетание. То есть в первом ряду это будет просто 7 изнаночных, да, плюс 1 кромочная. То есть вот так там все выглядит интересно. Вот здесь, конечно, будет сложно. Здесь же у нас на высоте 20 сантиметров. Здесь немножко не так показано. Видите, здесь 21,5 пройма начинается, а здесь 20. То есть на самом деле, ну ладно. Высота V-образного выреза составляет 20 сантиметров. В петельном эквиваленте в рядах это 48 рядов. И у нас остается с вами 19, 19 и 20 петель третий размер. Их надо равномерно распределить по скосу, вот здесь V-образному. Как это сделать? Цельновязанные петли, 9 петель, вы так и оставляете неизменными. Убавки делаете вот по узору, в петлях узора. Вот. И здесь, так же, как когда будете цельновязанную вот здесь формировать, тоже убавки будут у вас для вот этого выреза, вот эти 10, 11, 12 петель, они будут у вас в узоре, а не в самой планке. Вот эти 7 петель, как мы их выделили, они неизменными остаются. Вы это, надеюсь, понимаете, да? Здесь также цельновязанная планка идет неизменно на 9 петлях. А петли убавки делаются в каждом втором. Чередуем первую убавку во втором ряду, вторая убавка в третьем, опять во втором, в третьем. У нас так получилось. Как я это сделала? 48 рядов, высота скоса выреза. 48 надо разделить на 19 петель, которые нам необходимо будет убавить по вырезу. Получится 2,5 ряда. Ну, мы так никогда не делаем. Первую убавку мы чередуем. Значит, первую убавку, как я уже сказала, во втором ряду делаем, вторую убавку в третьем ряду, опять во втором, в третьем.
Если вас это смущает, делайте в каждом втором ряду убавку, как мы, это привычно для нас звучит, да, в каждом втором ряду. Вот, а здесь просто не обращая внимания ни на что, оставьте и просто вяжите по прямой все петли, которые остаются. То есть вы раньше сократите эти убавки, сделаете, чем нужно, да. Ну ничего страшного, если они здесь пойдут, просто полотно без убавок уже. Просто в высоту будет идти. В принципе, я вязала, это не сильно заметно, и это нормально смотрится. Так, ну и, конечно, вы выходите опять на количество у нас петель плеч, вот 21, 24, 27, так же, как у спинки. А вот эту вот цельновязанную планочку продолжаете вязать еще на высоту 11 сантиметров, чтобы затем ее вот сюда пришить по вырезу горловины спинки. Аккуратно при сборке она пришивается, делается шов между собой и еще вот здесь пришивается. Ну, в принципе, конструкция понятная, несложная, я бы так сказала. Вот здесь надо быть повнимательной вот в этой части, где мы и V-образный вырез делаем сразу, и пройму убавки делаем. Если вам не нравится цельновязанность вот эта вся, то вы можете изменить, значит, конструкцию, удалить эти петли, связать полочки раздельно и затем при сборке привязать эту планку, да, то есть, в принципе, такой вариант, как мы всегда поднимаем петли и вяжем резиночкой там 1 на 1, какой хотите, платочной вязкой. То есть здесь, пожалуйста, включайте свою фантазию, свою творческую фантазию, и, в общем-то, у вас будет уже джемпер, связанный по вашему вкусу, вернее, жилет, как вы хотите, как вам предпочтительнее. Так, ну, я постаралась вам максимально донести то, что я увидела на нашей модели. То есть, я надеюсь, наш проект стал понятен и доступен для вас, девочки. Описание будет выложено в виде текста под видео. И я думаю, что красивый получится жилет, очень красивый. Желаю вам удачи, до новых встреч!